Дорогие мои подписчики, дорогие любители гаданий, Таро и Рун, я вас сегодня приветствую. Готовила его я вам обзор по темной колоде демонам Гаэтии, но выйдет мой обзор по Таро руническому немножко раньше. И сегодня мы с вами познакомимся с такой потрясающей колодой. Приходит она вот в такой жесткой упаковке, то есть можно носить с собой и не бояться, что колода помнется. То есть это у нас Ле Скарабеу. У меня английский вариант этой колоды, поэтому я буду говорить только за нее и не ручаюсь, что в переводе колода лучше, хуже или как-то вот иначе. Здесь мы видим с вами автора, да, Джек Сефирот и Ален Демпстер, 78 карт с книжкой. Поэтому говорю я вам только за качество колоды в английском варианте, да, то есть вот у нас такая прекрасная книжечка, здесь английский, итальянский, испанский, португальский языки, ну, даны достаточно стандартные значения, хотя, знаете, очень интересно и необычно, можно тоже почитать и познакомиться, потому что здесь у нас используются руны, здесь у нас используется скандинавский старший футарк, а также нортумбрийские руны, да, то есть это мы с вами можем видеть в описании, то есть скандинавские и малые арканы используются тоже скандинавские и английские, как бы, да, англосаксов футарк. И каждому значению здесь описывается, что здесь за бог, то есть обязательно нужно знать, как минимум, быть знакомым с северными богами, с старшую Эду, да, читать, то есть как-то с какими-то преданиями, сказаниями, вот этими легендами, знать, кто такой бог Фрейр, что он делает. И также здесь будут даны нам руны, и есть краткое описание, что это руны значит. Вот, например, здесь дурак, Ера, да. Где-то здесь будет несколько рун. Сейчас с вами разберем. Конечно, полностью мы в руны с вами не будем погружаться, иначе это просто не один день. Но вот старший футарк мне очень понравилось, что здесь применяются боги. А на младших арканах здесь уже будут идти целые вязи, как вы поняли, да, то есть если вы не знакомы с рунами, то обязательно должны познакомиться, иначе вам просто колода будет непонятна, вы не сможете просто с ней работать. Мне колода очень понравилась, я уже на ней погадала, все здесь разложила красиво, чтобы мы смогли с вами посмотреть каждый аркан, да, и старшие, и все остальные. И вот, пожалуйста, у нас здесь дурак. Здесь, кстати, руны не везде прорисованы очень ярко. То есть, например, вот где это руна Еры? Ее еще попробуй здесь найти, да. А она здесь вот на поясе, вот у Фрея, как нам говорят, Фрей. То есть здесь дурак такой достаточно положительный у него аспект, да. И вообще, кстати, я хочу сказать сразу по работе с колодой, отвечая на все возможные вопросы. Это северные люди, это руны скандинавов. Они не любят размазни, они не любят соплей. И колода очень боевая, не каждый с ней может работать. Поэтому если вы какие-то такие все вялые, непонятные, вот что-то у вас все доброта, фигня всякая, это вот не подойдет для работы с этой колодой. Здесь на каждой карте изображены воины. Эти воины бесстрашные, то есть северные руны и как бы вот этот народ — это бесстрашные воины, которые не боятся смерти, для которых Вальхалла — это высший путь, вы понимаете, да? И поэтому сопли жевать здесь не получится с этой колодой. Здесь очень жестко она отвечает и очень дает четкие ответы. Хотя есть некоторые карты, вот, например, по семерка кубков, да, рог, ну, мягче значение, в стандартах. Итак, посмотрели мы прекрасного
дурака. Я извиняюсь, немножко бликует колода, смотрю на свет, потому что она глянцевая, очень плотная. И здесь либо либо света мало, либо цвета как-то передаются ужасно. Вот я вроде настроила, но видите, блики какие-то очень яркие, потому что она глянцевая и просто очень сильно все вот так вот отражается. Дальше у нас следующий маг. Здесь у нас руна Манас. И здесь у нас Хеймдаль с рогом, который трубит и защищает мост. Да? То есть он защищает богов от людей. И когда он затрубит свой рог, значит придет конец света, да, условно, Рагнарок. Жрица, да, здесь такая у нас дама изображена. Здесь у нас руна Урус, на удивление, да, то есть видно знак руны Урус, да, телец позади самой жрицы. И здесь у нее на вот серьгах, на украшениях она прописана. То есть, ну, можно поспорить, можно долго поразмышлять, почему именно Урус поставили на такую духовную, как бы сказать, карту, но в этом что-то есть. И нам здесь объясняется, почему это так произошло. То есть это твоя истинная природа, будь в связи с своей истинной природой, не стоит одеваться как-то там, будь проще. То есть сила в тебе, слушай свою интуицию, сила в тебе. Вот так вот интересно здесь автор это изобразил. Дальше следующая императрица и, конечно же, прекрасная Беркана. Это, кстати, Фрик, то есть ларец Фрик. Это сильная женщина и воин, и дети у нее, и семья у нее в порядке, и ларец, и что-то она там придет. И все у нее замечательно. То есть видите, какая сильная здесь идет энергетика. Дальше у нас императоры. Здесь Тор великолепный с руной Турисос восседает на троне. Дальше Иерофант. И здесь у нас Райдо, то есть путь указывает тебе. Да? Бальдер, сын Бальдра на троне. Далее влюбленные. Здесь у нас говорится Идун с молодильными яблоками и Браги, то есть Гебы, и Эвос, да, то есть гармония. Дальше великолепная Фрея на колеснице здесь несет руна Кену. Удивительно, кстати, да, то есть, казалось бы, Райд подходит лучше под колесницу, но здесь что-то в этом есть. То есть, понимаете, вот здесь очень важно знать руны, потому что вы считываете их, включаете в их энергию, если умеете, потому что если не умеете, то вы просто будете неправильно считывать значение карты и, собственно, саму энергетику. Вот, например, силы. И здесь это руна Вини, хотя, казалось бы, лучше бы, может быть, соответствовал Урус, но здесь сила говорит о том, что связь с природой, да, связь с животными, то есть великолепие, удовольствие от гармонии, да, именно вот такой идет посыл от этой карты. Дальше у нас идет отшельник, руна Иса и Мимир. Сидит и все знает, весь такой одинокий, но лучше не придумаешь, как про отшельника еще здесь можно было бы сказать. Дальше 10, колесо фортуны, колесо судьбы и норны, плетущие судьбу. И образуют они из этих нитей руну Перт, да, то есть и каждый отвечает за свое направление, да, вот каждая норна. Дальше у нас великолепный волк, которого так боялись, что аж создали ему из 5 компонентов ошейник, да, и Тюр, который пожертвовал своей рукой для того, чтобы удержать руну Тейвис, да. Дальше подвешенный человек Эвос. На смерти здесь почему-то изобразили Одина и на входе в Вальгаллу, то есть он как охраняет путь, и в Вальгаллу попадают только достойные, кто умер достойной смертью, да, здесь Ансус, связь с богами, то есть смерть здесь вообще такая очень интересная получилась. Дальше умеренность, да, везде здесь Давус. У нас великолепные волосы золотистые, наши богини. Сив,
15-я карта, и у нас здесь великолепный дьявол. Дьявол обычно изображается на колодах либо как слишком материальное, либо как слишком духовное. Но здесь у нас коварный Локи, который обладает какими-то тайными знаниями и очень коварно себя ведет, и затеял что-то нехорошее над несчастным воином, который уже и так замерзает. И здесь руна Наутис показывает каких-то потребностей, нужды, знание какой-то тайной информации, коварство. Очень интересная карта. Далее 16-я карта, башня, и здесь у нас великолепный дракон. Дракон Фафнир, который все сжигает и так очень озлоблен на людей. Я здесь, кстати, смотрела, что у него как будто здесь в романическом футарке руна Хагалас, но нет, по описанию здесь шлем ужаса изображен. У него это говорит о том, что избежать этого не получится, что этот дракон имеет огромную силу и защиту, избежать огня не получится, и все это заслуженно. Просто великолепно. Далее на 17-й карте у нас Njord и Jörmungand. Вместе они обитают в морских водах. И вот как-то здесь не очень могут поделить. Опять здесь тему можно поднять до конца света. Но, в общем, надо будет смотреть, к чему это относится. Руна здесь Вардис, да, то есть информации какой-то, каких-то тайных знаний тоже. Звезда и такие великолепные товарищи. Далее 18-я карта. Здесь понятие о богине Луны, которая едет на своей колеснице. Да, и здесь опять у нас выступают две руны. Отила и Альвус. На солнце у нас соль и двойное соло. Кстати, смотрите, как опасно. То есть двойное соло это тоже такое своеобразное сочетание, которое может и сжечь. Ну, хотя соль, она как бы очень такая яркая. Можно и обжечься, да, в этом огне и сгореть самому. Далее здесь у нас на 20-й карте Валькирии, Финиус. И речь о том, что если уже к тебе такой положительный аспект, ты заслужил то, что с тобой происходит, да, Валькирия берет только достойных воинов в Вальгалу, да, а недостойных, которые проявили страх, слабость, трусость и сбежали, их туда не возьмут. И здесь как бы она собирает, подает руку, да, павшему воину, значит, говорит о том, что он прошел уроки правильно. Ну, надо смотреть, конечно, потому что там вокруг. Дальше у нас инистый великан и карта мир. Что-то здесь написано, что зеленым у него Перто. Скрыта руна, и теперь выросла руна Хагалас. То есть, ну, можно, наверное, сказать, что инистый великан ведь был как-то ограничен, да, вот этой руной Перто. А Хагал ему позволила расшириться дальше и пойти вперед, то есть из инистого великана создание мира и, в общем, очень интересное значение. Далее идут у нас младшие арканы, и здесь у нас с вами уже идут вязи нортумбрийских и скандинавских рун. Что я могу сказать? Не зная минимальных значений, вы просто не сможете включиться и прочитать энергетику карты. То есть здесь уже идут вязи, и, конечно, сложно будет, наверное, человеку незнакомым, но зато повод изучить руническую магию. Да, то есть тройка, как все уплывает здесь. Я не буду прям все карты комментировать, наверное, остановлюсь на самых интересных. Но вот, например, четверка жезлов здесь необычная. То есть говорит о том, Беркана, удерживай свою связь. Прими принимающую инскую позицию по Беркане. Да? То есть удержи то, что сейчас имеется. Оно тебе поможет, оно является тебе поддержкой. Очень интересно здесь пятерка жезлов, то есть обычно это мы говорим какую-то борьбу, а здесь мы говорим, что человек вообще не способен, да, как-то справиться, противостоять всему этому и может только вот так сидеть, кричать, и, возможно, не стоит тратить пока силы. И Иса вон сковала эту девушку несчастную. Шестерки здесь все понятно получилось. Рассуждать пот и победить. Да, семерка. Здесь у нас интересный тоже сюжет. Как маг, видимо, шаман какой-то, повелевает погодой. Но вот внизу люди еще, наверное, думают, как к нему отнестись, свернуть шею или нет. Молнии, нужен ли он нам.
Но пока они вроде смотрят, то есть, да, прояви себя. Интересно вот здесь сочетание 8 жезлов, 2 наутис. Не сиди на месте, шевелись, да, радуга тебя не будет ждать, а то отправишься туда. Нужно действовать быстро, шустро, прояви активность, то есть наутис. На девятке здесь у нас нарисован такой барьер и выделено несколько рун. Если обращаться к книжке, то там написано кратко ключевые слова все-таки стандартных таких классических значений. И, естественно, все эти руны и вязи, они не разжевываются. Поэтому надо смотреть ситуативно. И я бы сказала, что здесь делается акцент на вот солу, лагус, то есть, ну да, барьер стоит, да, барьер стоит, но может ты за этим барьером ничего не видишь, так ты сконцентрировался на этом своем плетении, что ничего не видишь, может надо его разрушить. Или наоборот поставить защиту, не хватает, или чего-то светлого может тебе, да, не хватает, может какой-то информации ты не владеешь. Вот, то есть вот так. Очень мне понравилась десятка, да, тут у нас Альгис и такой у нас очень сильный маг, который и стихии жизни, стихии огня, и смерти, и вода, и воздух здесь, и темные боги, и светлые направления, и что хочешь, все он знает, всем он повелевает, но как-то сил у него, по-моему, не очень хватает. Может быть, стоит выбрать какое-то одно направление. Ну, в общем, интересно, то есть деятельность, как в десятке, да, достижение очень большого успеха, знаний, да, что оно все позади, все не зря, но, может быть, сейчас стоит сконцентрироваться на чем-то одном. Не доходит его магия, вот, слишком много набрал людей, клиентов. Пажи. Здесь, кстати, пажи представлены в виде принцесс, в основном, кроме почему-то жезлов. Жезл здесь мужского персонажа. Но не принцесс, я имею в виду в смысле женский имеет пол, что достаточно правильно. Но пажи яркие, и здесь у нас тоже образуются вязи, и надо в них включаться и считывать. Вот он паж только учился, рыцарь у него уже, ему коня дали, да, что-то он уже имеет, какой-то опыт, да, судя по тому, что там сзади у нас имеется. Королева жезлов, ну вообще... Такая королева очень сильная, светлая, мощная. Не стоит с ней шутить, да, и злить ее тоже. Король. Ну, и здесь опять вот такая вязь. Тоже огненный, весь яркий, лучезарный, солнечный. Ну, великолепно. Дальше у нас идут мечи. И вот смотрите на этот меч. И какой здесь руни-скрипт. Это же просто ужас. Таким мечом дашь побалдеть, точно голова отваливается. Что хочешь будет. Очень эффективная карта. Дальше у нас двойка мечей. То очень интересно, здесь смотрите, Иса и Тейвас. То есть либо бездействие, либо активное действие. И девушка сидит и думает. И подключение к какому-то тотему. И на анахате, да, то есть доверься интуиции своей. Вот здесь вот у нас посередине на анахате у нее Альгис. Прислушайся словам богов, прислушайся интуиции. Может быть, дождись какого-то знака свыше, да, дождись помощи, и уже потом думай, как тебе поступать. Доверься своему чутью, видите, как бы ментальному животному. Тройка мечей, очень интересная. Здесь какой-то воин так увлекся Даксом своим, так идет он дальше своим путем, что уже не видно, как кто-то ему хочет отрубить голову. Вот, ну, очень злая, да, такая карта. Четверка мечей. Здесь у нас сгорает кто-то в реке, да, традиция похорон, и как бы надо отпустить это. Надо дать время, не стоит бороться за то, что уже сгорело. Пятерка. Ну, здесь речь о предательстве. Вон там все сгорит, а кто-то коварный украл мечи, и сражаться воинам нечем. А в шестерке, смотрите, мне понравилось, у него 6 мечей, и здесь и Беркана, и Перта, и Геба, Райда, Наутис, Видео. Все, что хочешь, у него с собой есть, набрал все и в добрый путь. Вот что значит. А удача ему благоволит. Все эти мечи, все помощники рядом с ним. Семерка. Да, здесь говорится, что дерево Одина.
Ну здесь, кстати, не дерево. Почему написано дерево? Здесь прям, наверное, сам Один, что какое-то это скрытное место, и вот кто-то что-то недоброе замышляет. Воришка, убийца, вот кто-то коварный за спиной. 8. Но здесь поймали. И, естественно, бесстрашный воин, он не может с позором бежать, и он примет, да, свою участь, свою кару. 9. Интересно, 9 говорит о том, что если там поймали, то здесь в тройке там только 3 меча было, а здесь уже, вот, смотрите, сколько в спине мечей, и уже идти он не может. И все, и нет сил, и конец, и остановись ты, и подумай. В книге написано, что рунискрипт, руническая формула вот эта, она олицетворяет мысли человека перед достижением цели. О том, что глаза боятся, руки делают, да, можно так сказать, что, возможно, ситуация не так тяжела, как вот на этой карте. Но мне почему-то информация считывается, что она действительно тяжела, и человек настолько упертый, он не понимает своих ошибок и что-то не понимает, куда он идет не туда, и скоро вот ничего хорошего не случится у него. 10. И здесь говорится о том, что стоили ли цели своих затрат. По крайней мере, я и так вижу, я трактую, как у меня вот идет вот по рунам сразу включение. И стоила ли цель вот этих потерь, да, которые пришлось понести, или будущие потери, да, вот это дерево сухое, стоило ли оно, либо будут, да, потери, что как непросто все. Так, здесь у нас паж. Принцесса такая великолепная. Рыцарь, естественно, на коне несется, сломя голову. Будем надеяться. Кстати, очень здесь интересный вот рунискрипт. И вот главное, чтобы он знал, да, свою цель. Вот здесь как бы рыцарь все-таки знает, наверное, свою цель. Потому что если он будет просто нестись бездумно, ничем это хорошим не закончится. Но здесь именно говорится, что четко он знает, вступает в нужные контакты, ненужных отрезает и так далее. Голову ему не заморочишь. Королева здесь суровая, да, здесь и постоянно какие-то действия, здесь Хагала, Сьерра, я вижу, Турисас, то есть очень строгая, суровая королева, которая, не простит и не должна. Король, король, кстати, здесь почему-то даже мягче, с вот этим Гебу, Берканой, то есть с ним еще можно договориться, а королева нельзя. Дальше здесь идет рог, и это у нас водная стихия. Туз. Великолепная такая домика. Да? Четверка. Да, вот обычно четверка — это разочарование, какие-то вот ложные надежды. Или что-то такое там непонятное. А здесь у нас четверка, человек сам все проспал, да, пока он спит, напился там чего-то из лужи. Он там, у него белый конь и ушел гулять. А он здесь будет один в одиночестве. То есть вот сам виноват человек в своих ошибках. 5 у нас интересная. Выпадала в разном аспекте. 6, да, то есть здесь все хорошо, ребенок, и счастье, и совместное какое-то вот накопление. 7. Вот смотрите, здесь даже больше не иллюзии идут вот этот ребенок, он ничего не выбирает в своей жизни, да, за него выбирают, вон там, родители предлагают ему, отец там выбирает и силы ему побольше, ума поменьше, что-то там еще, и принимает кто решение? Отец, да, то есть иллюзия, что вроде ребенок родился, выбрал он, или отец думает, что у него есть выбор, да, то есть за ребенка все уже выбрали другие высшие силы. 8. И здесь очень интересно, пока там злой змей грызет дерево, вот там маленькая белочка быстренько стащила рог, и куда-то ей надо побыстрее бежать, пока он ее не поймал. 9. Праздник здесь какой-то, застолье. И 10, совсем
Красота великолепная. Дальше у нас пошли пажи. Король у меня, вот смотрите, перепутался здесь с королевой и с рыцарями. И пентакли представляют здесь щиты. И достаточно интересная тоже масть получилась. Смотри, в двойке, как и дорога, путь, поддержка, тройка. Вот четверки, да, как интересно здесь. Пока там кого-то убивали, девочка вот это взяла сундук и вот какими целями. Да, здесь Наутис в очень негативном таком, да, аспекте. Шестерка, то есть да, опять победа, но какой ценой, наверняка будут потери, и еще неизвестно, как она все это удержится. Семерка, Тейвас, куда-то рыцарь собрался, а команда, его отряд не пришел. Рановатенько собрался, надо подождать, пока будут еще другие воины, одному нельзя идти на поле боя. Так, восьмерка здесь помощь, да, здесь вот уже идет какой-то процесс, готовятся доспехи. Девятка здесь, 2 руны у нас, уже интересно. И великолепная десятка. Конечно, здесь можно долго разбирать и вот это все проживать, вот эти, включаться в эти рунические вязи. И, как я уже говорила, в гадании они очень помогают, потому что сразу у меня лично идет по ним информация. Притом со мной колода работает так, что она достает все подсознательные страхи, неуверенности и какие-то вот такие, казалось бы, колода не заточена, чтобы про порчу что-то говорить, но здесь на ней очень хорошо показывается и негатив, и человеческие недостатки, и все остальное. Поэтому очень великолепная. Рекомендую. Обязательно. Я очень довольна. Ну а пока что с вами прощаюсь.